В Израиле в пятый раз менее чем за 4 года прошли выборы в парламент. Несмотря на то, что этот факт разозлил многих избирателей, явка была самой высокой с 1999 года. Согласно результатам экзит-полов, бывший премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, которого еще называют Биби, находящийся под следствием по делу о коррупции, похоже, имеет все шансы вернуться к власти. Теперь уже вместе со своими еще более радикальными правыми союзниками Итамаром Бен-Гвиром и Бецалелем Смотричем от блока «Национальный лагерь». Сообщается, что Нетаньяху готов занять 61-62 места в 120-местном Кнессете, хотя окончательный результат еще может отличаться. Депутаты Ликуда в случае победы обещают укрепить еврейскую идентичность, закон и порядок, конечно же, по-своему. Что касается палестинских партий, на выборах были представлены 3 блока. Арабское движение «За перемены», возглавляемое Ахмадом Тиби, Демократический фронт за мир и равенство, возглавляемый Айманом Удехом, сформировали альянс, известный на иврите как «Список Хадаш-Тааль». Пока не ясно, наберет ли какая-либо из палестинских партий достаточно голосов, чтобы преодолеть барьер в 3,25%, необходимый для прохождения в парламент. Это количество голосов эквивалентно 4 местам в Кнессете Израиля. Но у палестинцев очень мало шансов даже на то, чтобы занять эти 4 места. Победа ультраправых на выборах в Израиле является естественным следствием роста экстремизма и ксенофобии в отношении палестинцев, которые сталкиваются с убийствами, задержаниями, оккупацией городов и сел страны, заявил премьер-министр Палестины Мухаммед Иштия, комментируя предварительные итоги выборов в Кнессет Израиля. Также политик убежден, что если победят ультраправые, военные страны-оккупанты и еврейские поселенцы получат дополнительную волю для совершения преступлений и в дальнейшем, а усилия по урегулированию палестино-израильского конфликта на основе принципа «два государства для двух народов» будут подорваны на корню. Кроме этого, перспектива правительства, включающего Бен-Гвира, бывшего члена группы КАХ, фигурирующей в списках израильских и американских наблюдателей за террористами, и который также регулярно отправляет толпы израильских поселенцев в палестинский район Шейх-Джарах в Иерусалиме, может вызвать тревогу у союзников, включая Вашингтон. Однако нет ни малейшего сомнения в том, что палестинский народ не отступит от борьбы, нацеленной на прекращение израильской оккупации и создание независимого палестинского государства со столицей в Иерусалиме. Ума-класс – это онлайн-школа для детей любого возраста. Вся школьная программа, официальное зачисление в любое время года, удобная IT-платформа, получение базовых шариатских знаний, углубленное изучение арабского и английского языков. Получите бесплатную консультацию на сайте umaclass.ru. Ссылка в описании.